Небесная марионетка Сяо Яня – это уникальная боевая марионетка, не только незаменимый помощник для главного героя, но и воплощение гениальной интеграции улучшения оружия и культивации даоци. Ее неуязвимость, бесстрашие и прочность делают ее настоящим бессмертным, идеальной машиной для убийств и верным стражем козырной карты Сяо Яня против могущественных врагов. С самого начала это была классная идея: марионетка, верный телохранитель, что даже умрет за хозяина. Кажется, лучшего защитника и не найти. А еще марионетка Сяо Яня почти все время была, внимание, сильнее его, поэтому выручала против сильных врагов. Но сейчас, когда Сяо Янь достиг пика почтенного воина и уже скоро станет святым, нужна ли ему эта марионетка? Читая оригинальный роман «Расколотая битва Синего небес», трудно осознать, сколько у Сяо Яня марионеток. Но самая мощная из них будет уровня 6-звездного святого Доушен. Вы только представьте, какая мощная марионетка, и она будет у Сяо Яня в скором будущем. Итак, в оригинале марионетки это третий козырь Сяо Яня наряду с его небесным огнем и лотосом и алхимией. По мере роста его силы Сяо Янь приобретал разных марионеток на разных уровнях. Сколько всего боевых марионеток у Сяо Яня? Вы же не против, если мы начнем с самого начала, ну, так сказать, для цельной картины, Первой была марионетка первого поколения. Материалами для ее изготовления послужили тело старого призрака Земли предка 7 звезд, душа протектора и ядро огненного скорпиона 7 уровня. Сяо Янь выковал ее из огня сине-зеленого лотоса и слияния пламени падшего сердца, затем добавил дополнительные материалы, и она была готова. Изначально это была просто бронзовая марионетка с силой предка 5 звезд, но она имела потенциал к улучшению и эволюции. После поглощения молнии пилюли она становилась сильнее и закалялась, и, будучи верным подчиненным Сяо Яню в ранние дни, марионетка земного уровня, безусловно, была его правой рукой. Позже, в финале соревнования алхимиков, она поглотила пятицветный гром пилюли 8 ранга и превратилась в золотую небесную марионетку. В то время это был 3-звездный почтенный воин. После закалки черным громом в бассейне молний сила марионетки небесного зла взлетела до 6-звездного почтенного воина. Но какой был ее максимум? Поглотив силу 10 небесных марионеток через формацию слияния, она превратилась в фиолетовую небесную марионетку пикового, 9-звездочного почтенного воина. До недавних пор эта сила была очень полезной для Сяо Яня, но теперь, когда Сяо Янь будет на уровне святого, ему практически нет никакой пользы от нее. Поэтому, не имея возможности продолжить усовершенствование из-за материальных ограничений, Сяо Янь, поднявшись до уровня Доушен, оставил марионетку в павильоне падающей звезды, чтобы защищать это место от врагов уровня почтенного воина и выше. Далее следует 10 улучшаемых марионеток земного уровня. Сяо Янь получает их в древних руинах. Эти марионетки, оставленные святым, изначально все достигают пикового уровня предка. В отличие от марионетки Сяо Яня, они обладают кое-каким интеллектом и способностями к боевым навыкам, а не только грубой силе. Пройдя закалку в бассейне молний, все они эволюционировали в небесных марионеток. Их индивидуальная боевая мощь достигла уровня 1-звездного почтенного воина, а благодаря использованию формации их боевая мощь даже соперничала с 5-звездочным почтенным воином. В битве на острове драконов они воспользовались своей коллективной силой. Объединились с земным демоническим ребенком, чтобы сформировать армию марионеток, достигнув пика 9-звездочного почтенного воина. И, наконец, есть сильнейшая марионетка, что достигла уровня святого 6 звезд. Интересно, где Сяо Янь ее взял и как создал? Это Северный Король-марионетка. Северный Король — это марионетка, созданная из тела Северного Короля Драконов из древнего племени драконов Пустоты. Эта марионетка отличалась от тех небесных марионеток прошлого. В основе своей те 11 прошлых его марионеток не обладали интеллектом. Ими нужно было управлять, когда они сражались с другими. Однако этот Северный Король автоматически атаковал всего лишь по мысли Сяо Яня. Более того, он не выглядел вялым, как обычные марионетки, сражаясь с другими. Казалось, что это ничем не отличалось от того, если бы сам Северный Король Драконов был возрожден. Сяо Янь дал ему этот интеллект, поскольку он оставил часть души Северного Короля в марионетке при ее улучшении. Нынешний Северный Король должен быть сравним с 5-звездочным святым Доушен. Это в начале, но потом также был улучшен.
В бою он может высвободить прежние боевые навыки Северного Короля Драконов, такие как массив трансформации дракона. И вот это уже неплохая такая марионетка уровня Святого 6 звезд. Представьте ее силу и насколько она полезна для Сяояня. Конечно, те другие марионетки, что были лишь на уровне почтенного воина, не идут ни в какие сравнения с этой могучей Северным Королем-марионеткой, став решающей силой в борьбе Сяояня с кланом Хунь. Сохранив следы интеллекта и боевого опыта Северного Короля Драконов, она была способна гибко реагировать на атаки, намного превосходя механический бой обычных марионеток. Позже, когда сила Сяояня возросла еще больше до уровня Императора Доуди, роль Северного Короля в битве уменьшилась, и предполагается, что в конечном итоге она была перемещена в семью Сяо в городе Вусэнь, чтобы защищать свой клан. А еще просто вдумайтесь, бессмертный, практически неуязвимый телохранитель уровня святого, что защищает клан. Да что может быть лучше? Марионетка не нуждается в отдыхе и сне, в еде, поэтому может круглосуточно стоять на страже семьи Сяо. Северный король — это последняя и сильнейшая марионетка Сяояня. О том, как Сяоянь ее сделает, какие возьмет материалы и как закалит, мы, узнаем в будущих роликах. Поэтому поставьте лайк и напишите комментарий для поддержки и более быстрого выхода этой серии. Ведь если я вижу, что какой-то ролик хорошо заходит, то обязательно делаю продолжение. А кроме того, мы рассмотрим случаи сражения Северного Короля с экспертами святыми клана Хунь. Итак, как видим, в оригинальном романе у Сяояня было 12 марионеток. Если подытожить, марионетка — лучший помощник. Она была сделана из относительно простых материалов, не требовала энергии для создания и могла быть восстановлена. Будучи козырной картой Сяояня, она надежно защищала его на поздних этапах жизни. Что еще важнее, каждый раз, когда Сяоянь создавал высокоуровневую пилюлю, начиналась гроза и молния пилюль. Марионетка прекрасно справлялась с этим. Без нее Сяояню пришлось бы каждый раз отвлекаться на это явление, чтобы сохранить пилюлю. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такая марионетка на уровне святого. А если вы смотрите это видео в Телеграме, то перейдите, пожалуйста, на YouTube-канал Киномикс и поддержите автора лайком и комментарием. Это очень поможет в продвижении. Также подписывайтесь на официальный Телеграм-канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.